Привет, с вами Алена, и сегодня тема у нас будет достаточно серьезная. Вашему вниманию представляю вот такие непростые ножки женщины, которая прошла через многое. Предварительно могу сказать, что это похоже на кератодермию. Определение этого понятия оставлю под постом умными словами, а сейчас просто и по-нашему объясню, что это вот такое избыточное образование кожных клеток разновидности ороговения. Но тут все не просто так, тут можно сказать комбо. На самом деле очень много чего произошло, чтобы довести до такого состояния. Но начнем с того, что наша клиентка пережила инсульт. Она потеряла сына, и, сами понимаете, состояние у нее максимально стрессовое. Конечно, ей приходится нелегко, и нервная система в очень расстроенном состоянии. В общем, у человека сильный стресс. Также хочу сказать, что она уже получает услуги в одном из подцентров нашего города. Это прекрасный центр, очень знаменитый, популярный. Если кому интересно, я могу даже сказать его название. Он называется Центр европейского педикюра, очень давно на рынке, и мы всегда рекомендуем нашим клиентам тоже обращаться туда, если им неудобно ездить к нам, например. Также она не смогла записаться в свой подцентр и по рекомендации пришла к нам, потому что знала, что у нас тоже есть подологи, так как лечение у дерматолога ей не помогало. Ну а теперь давайте я расскажу еще небольшую историю, как же случилось так, что состояние ее дошло до такого плачевного. Дело в том, что она любит смотреть Первый канал, и ей очень нравится программа «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Она доверяет мнению Елены Малышевой, не моей Елены, другой. И там в одной из передач она сказала, что для того, чтобы решить проблему сухости кожи стоп, натоптышей и прочих неприятностей, можно использовать носочки. Ну да, те самые носочки, японские, которые делают контролируемый химический ожог. Условно говоря, контролируем, потому что, честно говоря, я не считаю, что можно это как-то контролировать. И там Малышева сказала, что, показала 3 картинки, ножки до, как будет некрасиво слазить кожа в процессе и какие ноги будут в итоге в конце, гладкие, шелковистые. И наша героиня решила попробовать. Но для стопроцентного результата она оставила носочки на ногах на ночь. Вы представляете, да, себе? А что представлять? Вы, в общем-то, сейчас видите, до чего это дошло. Конечно, Малышева не сказала в эфире, что такое можно практиковать не на всех ногах. Честно говоря, вообще не считаю, что это можно практиковать. И тем более, если есть какие-то сложности, если есть дерматит, если есть экзема. Кстати говоря, в нашем центре подологии, не в нашем, а в соседнем, я имею в виду, ей сказали, что у нее экзема, то есть ей поставили экзему. Так как мы не врачи, мы такие диагнозы ставить не будем, доверимся нашим коллегам, возможно, так это и есть. Предварительно еще раз говорю, это кератодермия, это когда есть проблемы с образованием кожных клеток, их слишком много, это то, что мы сейчас видим. В общем, носочками она ухудшила ситуацию максимально, потому что мы наблюдаем большие островки сухой кожи, а внутри все растресканное просто до крови. И, безусловно, это в первую очередь, помимо того, что это адово больно, потому что она говорит, что ходит как будто по стеклу, то есть наступая каждый раз, ее кожа все больше и больше трескается. Так вот, помимо того, что это дискомфорт, физическая боль, это еще очень опасно, потому что открытые раны и всегда есть возможность попадания какой-либо инфекции. Также хочу сказать, что живет она за городом, и, конечно же, у нее какой-никакой есть огород. Боже, вы только посмотрите на эту трещину. Это просто страшно. Тут у нас в ход пошло все, пододиски, колпачки. То есть мы искали, чем можно это обработать максимально атравматично. Где-то, кстати, было срезано кусачками, где-то сработано колпачками. Плюс мы использовали пронтоман спрей, который очень мягкое действие имеет и подходит даже для диабетической стопы. Конечно же, мы спросили у нее про уровень сахара, потому что он тоже в группе риска, и возраст, плюс состояние кожи тоже нас насторожило. Вообще у клиента все нужно спрашивать, интересоваться всеми диагнозами, потому что очень много бывает симптоматики от тех или иных болезней именно на коже. Это нужно
изучать, этим нужно интересоваться, это нужно анализировать. И знаете, что еще хотела сказать? Что наши видео не несут обучающий характер. Как бы вам того не хотелось, это все-таки больше демонстрация возможностей. И чтобы все это делать, недостаточно просто смотреть видео. Все-таки есть специальные курсы, где люди приходят, изучают. Проходя даже базовый подкурс, вы получаете огромные методички. Там. Это много-много букв и много-много листочков с умными словами, которые нужно изучать, которые нужно понимать и интересоваться еще самостоятельно. Потому что, знаете, интернет и энциклопедии, я не говорю форумы, да, но энциклопедии никто не выключал, все это есть в доступе. Но это так, отступление. В общем, видео отснято не целиком, местами выключали камеру, потому что было не с руки, было не подлезть. Сами понимаете, это рабочий процесс, и видеосъемка, особенно в этой ситуации, отошла у нас на второй план, потому что была самая главная задача – это максимально облегчить состояние, помочь ей, чтобы она имела возможность ходить и передвигаться. Да, человек совершил ошибку, но ее тоже можно понять, она приняла на веру то, что увидела по телевизору, и пострадала от этого сама, но ничего страшного, все ситуации решаемы. Мы, естественно, дали ей консультацию, наложили повязку, ее также будут перевязывать родственники, ей обязательно помогут. Все объяснили, порекомендовали максимально постельный режим, насколько это будет возможно. Да и ходить, честно говоря, ей сейчас очень сильно некомфортно, поэтому я думаю, что она нас послушает. Она у нас на контроле, на фотоконтроле. Мы всегда готовы дать дополнительную консультацию, если потребуется. И также хочу сказать, что у нее очень похожие ситуации и на руках. Там тоже все в трещинах, но единственное, что там у нее все-таки нет этого дополнительного ожога. В общем, что могу сказать? Все проблемы решаемы, все, что можем, мы сделаем. Мы также сотрудничаем и с дерматологами, с хирургами и всегда даем максимально качественную консультацию нашим клиентам. Ну а всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена.